Соскучились по путешествиям, но не знаете, как лучше спланировать свой отдых? Хотите потусить компанией? Провести отпуск с семьей? Или отправиться в романтическое путешествие? Мы подскажем, что, где, как и почем. В каждом выпуске нашего travel-гида мы будем давать полезные советы, как отдохнуть в той или иной стране. Ведь к путешествиям нужно готовиться заранее. Сегодня мы приглашаем вас в путешествие по Бразилии, самой большой и наиболее развитой стране во всей Южной Америке. Золотистые пляжи и покрытые лесами горы, пестрые карнавалы и отрывные вечеринки, бушующие водопады и непроходимые джунгли. Жги самбу, Бразилия! Если вы молоды и богаты, отправляйтесь в Сан-Паулу, основной финансовый центр Бразилии. Это лес из стекла и бетона в окружении амазонских зарослей. Здесь находятся офисы самых крупных компаний. Тут живет больше всего миллионеров во всей Южной Америке. И именно сюда стремятся переехать все, кто хочет быстро разбогатеть. Даже не верится, что такое где-то может быть. Сан-Паулу. Поэтому, чтобы не выделяться из массы богачей, по Сан-Паулу лучше всего перемещаться на вертолете. Стоит такое воздушное такси $350 за 10 минут полета. Но есть один нюанс. Желающих потратить такие деньги очень много, и вертолеты в дефиците. Что за бред вот это бронировать вертолет за неделю? Где спонтанность? А если мне нужно, не знаю, на совещание я опаздываю? А вот чего в Сан-Паулу в достатке, так это креативных дизайнерских отелей. Один из них — Эмильяно. Самый дорогой номер вот с таким царь-балконом обойдется вам в $3000 в сутки. Бассейн в гостиной — это прямо лихо. Ты не понимаешь, ты попал вообще в номер или в спа? А еще Сан-Паулу называют гастрономической столицей Бразилии. Ведь здесь насчитывается 10 тысяч крутых ресторанов. Один из лучших называется «Дом». Он входит в топ-50 самых-самых ресторанов в мире. Обед здесь стоит плюс-минус $150. Этот ресторан — это совершенно уникальное место в Сан-Паулу. Дело в том, что его фишка — это продукты, которые подарила сама матушка природа и джунгли-кормилицы. Но главное, зачем миллионы туристов каждый год приезжают в Сан-Паулу, это экскурсия на легендарные водопады Игуасу. Однодневный вип-тур с перелетом, профи-гидом и полным набором впечатлений стоит около $1500. Верхом сам дядьки чудо-света! Главное не пухнуть! Ой, что? Раз, два! Ну а если хотите с друзьями проникнуться бразильскими легкостью и драйвом, не влезая при этом в долги, отправляйтесь на остров Санта-Катарина. Нежные волны Атлантического океана, песчаные дюны, вечеринки в открытом море и аккуратные чистые улочки в европейском стиле. Тут достаточно зелено, но нет диких джунглей. И практически нет таких бедных районов, как фавелы. Красиво. Знакомство с Санта-Катариной советуем начинать с самого большого города острова Флорианополиса. Гулять по его узеньким улицам можно часами. Атмосфера, кстати, очень приятная. Большое количество уличных музыкантов, каких-то артистов.
Прогулявшись по Флорианополису, берите такси за $9 и поезжайте в небольшой курортный поселок Барра-де-Лагуа. Раньше рыбацкая деревенька, а сегодня рай для бюджетных туристов. Здесь куча дешевых кафешек с фантастическим видом. Тут надо придерживаться схемы. Кусаете бутерброд и сразу переводите взгляд к океану. А хорошее жилье в Барра-де-Лагуа можно снять за $25. Интернет есть. Там туалет. Это моя комнатка. And right now, here's the dorm. You can choose a bed. Окей. Cool. Буду здесь. Но главное, в эти $25 уже входит аренда снаряжения для серфинга. А это едва ли не главное, ради чего едут на Санта-Катарину. Волны тут подойдут как новичку, так и опытному серферу. Научиться стоять на доске можно за $15. Но и это еще не все. На Санта-Катарине можно заняться еще и сандбордингом. Принцип тот же, что и у сноубординга, только вместо снега тут песок. Аренда доски $8. Это было классно. Ну, а если у вас морская болезнь, а штаны уже полные песка, скучать вам все равно не придется. Ведь на Санта-Катарине можно заняться трекингом. По-нашему сходить в горы. При том, что в конце маршрута вы точно получите фантастическое вознаграждение. Это место очень красивое и стоит того, чтобы пройти весь этот трек. Самый масштабный, красочный и известный праздник Бразилии. Легендарный карнавал проводится ежегодно в Рио-де-Жанейро на протяжении 5 февральских дней с пятницы по вторник перед Великим постом. В эти дни специально построенный в Рио стадион Самбодром становится эпицентром буйства, красок и веселья. По 700-метровой дороге-подиуму по очереди идут яркие платформы, подготовленные известными в Бразилии школами самбо. Жюри оценивает уровень танцев и креатива костюмов, чтобы в последний день карнавала выбрать школу, которая целый год будет носить почетный титул чемпиона бразильского карнавала. Ни одна камера не передаст, что здесь сейчас творится и что происходит вокруг меня. Люди как будто бы обезумели и сдали этого целый год. Это одно из лучших действий, которые я видел в своей жизни. Разбили копилку и задумали сделать сюрприз своей второй половинке. Чтобы все прошло идеально, советуем ехать в Форталезу. Один из главных курортных городов Бразилии. С длинными набережными, крутыми аквапарками, щедрыми кафешками, а еще пляжами, пляжами и пляжами. Мне уже нравится в Бразилии. Какие здесь мужчины. Главная точка Форталезы – это пляж. Сюда приходят на свидания, чтобы заняться спортом, выпить, попеть и потанцевать. Окей. Abre a perna e fecha. Тихо, сейчас. Agora, vai. А, вот так просто все? Еще Форталеза славится своим аквапарком. Самым большим в Бразилии. Билет на целый день стоит $45. За эти деньги можно без ограничения пользоваться всеми горками, в том числе и одной из самых высоких в мире. Ее высота 41 метр. Это как 15-этажное здание. Скорость падения
105 км в час. Время полета 5 секунд. Эмоции не передать словами. Подождите, я проверю купальник. Полное счастье! Местные кафешки в Форталезе заточены под туристов, и порой их предложения весьма заманчивы. Так, например, в кафе Сале Браса Голд цена за ужин фиксированная. Платишь $20 и можешь есть все, что угодно, хоть до закрытия. Официанты постоянно будут добавлять в тарелку мясо, гарниры и закуски. Я только притрагиваюсь. Он опять что-то несет. Вот опять. Жить в Форталезе бюджетнее всего в хостеле. Цены стартуют от $10 за койку. Заправляю кровать, умываюсь и буду спать. Ну а если же хотите романтики, как в бразильской мелодраме, советуем вам выделить целый день и отправиться на пляж Райская лагуна. Билет на автобус $30 в 2 стороны, а сама дорога займет 6 часов. Но оно того стоит. И вот, ты словно на райском острове. Такой себе бюджетный Бора-Бора. Ну а если ваш бюджет не ограничен, отправляйтесь на острова Фернанду-ди-Норонья. Здесь находится без преувеличения самое красивое место во всей Бразилии. Чтобы сохранить всю эту первозданную красоту, сюда ежедневно пускают не больше 450 человек. И каждый по прилету должен заплатить налог на природу – $14 в сутки. А здесь хорошо. Перемещаться по острову удобнее всего на маленьком джипике багги. Он компактный, быстрый и легкий. Аренда $85 в день. Только арендуя машинку, сразу проверяйте, исправна ли она. Этот багги с каким-то багом. Поселиться на острове Фернанду-ди-Норонья лучше всего в одном из отельных комплексов, которые сдают в аренду аскетичные деревянные бунгало. Стоимость $900 в сутки. Ну, что может быть круче вообще в жизни того, чтобы лежать вот так вот в джакузи и смотреть на такой вид? Да ничего не может быть лучше. Ну, рождение ребенка, и то не факт. Здесь же в отеле подадут и ужин, забыть который вы вряд ли когда-то сможете. Опа! Превосходный ужин. Чтобы посмотреть на главную достопримечательность острова, нужно арендовать катер и на нем приплыть к легендарной скале с драконом. По легенде, когда-то остров Фернанду-ди-Норонья был испепелен монстром, за что богиня морей замуровала его в скалу, а сам остров воссоздала из пепла. И поговаривают, что дракон до сих пор живет в этой скале. Эхо от волн в скале, как будто дракон дышит. Сейчас будет. Ну и, конечно же, какой идеальный морской уикенд без дайвинга? У побережья Фернанду-ди-Норонья он уникален, ведь помимо рыб, тут все дно усыпано затопленными судами. Глаз оторвать невозможно. Крутотень. Бразилия – это не только пестрые карнавалы и красочные пляжи. Это еще и экстравагантная еда. Представляем наш топ блюд, не попробовать которые в Бразилии – преступление. Боло де абобора.
это креветки с овощами, сыром и миндалем, запеченные в целой тыкве. Такое себе бразильское жаркое. Подают в ресторанах, стоит от $35 за порцию. Это прекрасно. Матека – легендарная бразильская тушеная рыба. Рыбу для этого блюда вылавливают только в одном месте – в Амазонке, после чего тушат с овощами в кокосовом молоке с пальмовым маслом. Подается матека с несколькими гарнирами. Стоит около $30. Но рыба очень нежная. Бразилия – родина огромного количества экзотических фруктов. Яблоко кешью, асерола, амейша, питомба, купуасы, мини-манго и питайя. Купить все это можно на любом городском рынке. Там же можно и попробовать, причем бесплатно. Это драгонфрут. Чистейший афродизиак. Только не ешь много, а то будешь бросаться на мужчин. Опасно. Это то, что мне нужно? Очень вкусно, сладкий такой. Планируете отпуск всей семьей, но на вашей карте есть четкий лимит? Тогда вам в Рио-де-Жанейро. Город-легенда, город-праздник, город-карнавал. Красивый, загорелый и зажигательный. Я честно всю жизнь мечтал попасть на родину Пеле, капоэйры, бразильских сериалов, на которых я вырос. И вот я здесь. Первое, куда стоит отправиться в Рио, это, конечно же, самый известный пляж в мире – Копакабана. Многие годы авторитетные издания называют его лучшим городским пляжем на планете. Золотистый песок, кристально чистая вода и улыбчивые люди, которые светятся от загара и счастья. И главное, Копакабана абсолютно бесплатна. Помажьте меня? Нет, спасибо. Нельзя, чтобы такое шикарное тельце сгорело. Второе, что следует сделать бюджетному туристу в Рио – покататься на первом городском трамвайчике. Это и колоритно, и позволяет не спеша рассмотреть разные районы города вблизи. Цена – $6.50. Проезжая внутри вот этих домиков и улочек, хочется, чтобы эта поездка не заканчивалась. Настолько здесь все красивое, такое уютное. Здесь же можно арендовать и дешевое жилье. Койка в неплохом хостеле обойдется в $20. Что это у нас? Простыночка, накрываться. Чистенько. Все прям приятно так пахнет кондиционером. Правда, очень приятно, очень. Питаться в Рио смело можно в кафешках. Почти все они придумывают какие-то акции и спецпредложения, чтобы заманить туриста. Например, во многих с 12 до 4 часов дня работает система Радизио. Платишь фиксированную сумму и можешь есть что угодно и сколько угодно. Мне ни один мужчина в жизни не приносил столько радости, сколько официанты в этом ресторане. Ну и, конечно же, визит в Рио не засчитается, если вы не проведете закат на одной из главных смотровых площадок города – на горе Сахарная голова. Добраться до нее можно на фуникулере за $26. Вы только посмотрите, какие горы, какие скалы. Это просто безумие. Хотите отдохнуть всей семьей с размахом? Тогда вам тоже в Рио-де-Жанейро. Ведь здесь есть уйма мест, где можно потратить денежки не зря. Рио, я тебя уже люблю! Начинать богатое знакомство с Рио-де-Жанейро нужно с обзорной экскурсии. Желательно на машине.
легенде бразильского автопрома, как, например, МП Лафер. Аренда такого красавца в годах стоит $2000 в сутки. Я звезда Рио-де-Жанейро. Мне нравится. Но с земли всех красот города не увидишь. Поэтому рекомендуем арендовать вертолет. Стоимость двухчасовой экскурсии $2000. Очень красиво. А лучше всего взглянуть на Рио на закате. Ведь главная достопримечательность города – статуя Христа Искупителя – выглядит эффектнее всего в свете прожекторов. Как же офигительно красиво. Поселиться в Рио-де-Жанейро лучше всего не в отеле, Тук-тук. а в апартаментах с открытой террасой с бассейном и, естественно, видом на океан. Цена $2000. Офигеть, ребята! Питаться в Рио нужно, конечно же, в ресторанах, где повары, отмеченные гидами Мишлена, подадут вам бразильские деликатесы, приготовленные на новый лад. Средний чек $60. Я не знаю, может быть, это кайпиринья так заходит. Может быть, реально такое блюдо вкусное. Но мне здесь нравится. И еще одно развлечение, которое ни в коем случае нельзя пропустить, если отдыхаете в Рио всей семьей. Посещение аквапарка Aldeia des Aquas. Цена билета $22. Главная фишка парка – 50-метровая горка Килиманджаро. А это на целых 9 метров выше горки Форталеза. Все. Это краткая миниатюра 5-секундная, как я провел каникулы в Бразилии. Чтобы насладиться Бразилией на все 100, недостаточно составить список локаций, которые хотите посетить. Важно еще знать места, которых, наоборот, стоит избегать. Поэтому мы подготовили для вас порцию советов, которые будут полезны при поездке в Бразилию. У Бразилии, как и у любой другой страны, есть обратная сторона. И эта изнанка связана с маргиналами. Их в Бразилии очень много. Есть они в каждом городе и живут обычно большими группами, иногда оккупировав целые районы. Нередко это окраины таких городов, как Рио или Сан-Паулу. Но иногда такие места есть и в центре. Поэтому мы советуем вам очень тщательно подбирать маршруты для пеших прогулок по бразильским городам и не забредать туда, куда еще не ступала нога туриста. Это небезопасно. Это ужасно, ребят, это просто ужасно. Мне очень неприятно здесь быть. Бразилия – это в первую очередь солнце и пляжи. По статистике, как местные, так и туристы проводят большую часть свободного времени именно у океана. Но купаются в нем далеко не везде. Все дело в том, что на многие пляжи Бразилии не стесняются заплывать акулы. Поэтому, если видите шикарный пляж, но людей в воде нет, значит, на это есть причина. Вот разгадка. И достаточно весомая причина, чтобы не идти в воду. Ну, вот и все. Вам осталось только выбрать подходящий маршрут по Бразилии. Мы же не останавливаемся и готовим для вас еще больше увлекательных путеводителей по самым удивительным уголкам нашей планеты.